Сейчас мы приехали к национальному парку, вулкану Тенорио. Добирались мы сюда 1,5 часа из города Ла-Фортуна. И вот мы перед входом, нужно заранее зарегистрироваться на сайте, приобрести билет за $15 к определенному времени. Мы взяли билет на 11 часов, приехали сюда, показали его в администрации. На входе вам сразу же говорят, что запрещен дрон, запрещено проносить пластиковые какие-то бутылки, ну и в принципе мусор. После этого можно пройти внутрь и наслаждаться трекингом на вулкан Тенорио. Вулкан Тенорио имеет 4 вершины. Наивысшая точка чуть меньше 2000 метров. А на территории национального парка очень много активностей. Здесь есть и водопад, есть лагуна, есть обзорная площадка. И все это мы сегодня посмотрим. Несмотря на то, что все туристы записываются в разное время, но все равно сейчас на тропе встречается очень много людей. Кто-то уже возвращается обратно, а кто-то, как мы, потихоньку поднимается по хорошо оборудованной дорожке наверх. Сейчас мы идем по территории тропического леса, по хорошо оборудованной дорожке и направляемся на нашу первую точку. Это водопад Рио Селеста. Наверное, главная достопримечательность этого национального парка. Идти примерно 30 минут, порядка 1,5 километров. Сейчас мы спускаемся вниз по ступенькам, 250 ступенек вниз. Шикарные виды на водопад Рио Селеста. Его небесно-голубой поток впадает с 30 метров. Просто потрясающее зрелище. Жалко, что здесь нельзя запускать дрон или купаться, но насладиться этой красотой вам никто не запретит. Спустились к обзорной площадке, откуда можно полюбоваться небесно-голубым цветом воды. Площадка ограждена забором, через который пролезать нельзя. Как я говорил, купаться здесь также нельзя, но красота неописуемая. Сейчас мы поднялись 250 ступенек наверх. Конечно, это было чуть сложнее, чем спускаться, но все равно маршрут достаточно простой. И нам очень повезло с погодой, потому что мы видели многих блогеров, у которых здесь шел дождь, был туман, поэтому никаких видов не открывалось. Была ужасная погода, мокро, сыро. Но у нас сегодня светит солнышко, поэтому мы очень счастливы. Наша следующая точка, на которую мы поднимаемся, это обзорная площадка. До нее идти 500 метров. И с этой обзорной площадки открывается вид на 3 из 4 вершин, которые составляет вулкан Тенорио. Подъем до обзорной площадки был очень несложным. Отсюда можно наблюдать 3 вершины, как показано на карте: Тенорио-1, Тенорио-2 и Монте-Сума. Давайте я вам покажу, как это все выглядит. Вот он, вулкан Тенорио. Вот первая вершина, немножко в облаках. Вот вторая вершина, которую мы видим. И третья вершина, которая отчетливо нам видна. После обзорной площадки мы спускаемся к голубой лагуне. До нее идти 150 метров, но пусть постоянно идет вниз. Большие крутые ступеньки. Потом, видимо, придется подниматься наверх. Спускались мы, и правда, недолго. То по ступенькам, то по камням огромным. И сейчас я вам покажу красивую голубую лагуну. Фантастически красивая лагуна, лазурно-голубая. Знаете, вот когда здесь находишься, с одной стороны ощущаешь небольшой бриз, ветерок, с другой стороны здесь есть сильный запах серы. Дело в том, что здесь находятся недалеко гейзеры. Необычная лагуна. Всего в 50 метрах от голубой лагуны находится еще одна обзорная площадка, которая называется Барбалонес. Здесь мы можем видеть очаги бурлящей горячей воды, которые создают легкую рябь в голубой лагуне. Здесь мы понимаем связь этих гейзеров с вулканами, потому что именно в этом месте очень сильно пахнет серой.
Сейчас у нас была последняя часть нашего пешего маршрута. Она длилась около 1 километра. По пути мы увидели 2 висячих моста. В первом из них вода была не окрашенного цвета, а во втором ярко-синяя, будто вылили ведро с краской. И сейчас мы подошли к заключительной обзорной площадке. Здесь мы наблюдаем за уникальным природным явлением. Это соединение двух рек, которые образуют одну большую реку Селеста. Она содержит в себе алюминий, кислород, силикон, поэтому мы видим такой лазурный голубой цвет. Обратите внимание, что здесь вообще два цвета. Значит, один прозрачный цвет, другой голубой. Но в действительности этот цвет одинаковый, просто происходит обман зрения за счет минералов. Мы завершили наш маршрут, вышли уже к парковке. Общая длина тропы 5 километров, то есть 2,5 километра в одну сторону, 2,5 километра в другую. Провели мы здесь около 3 часов. Национальный парк нам очень понравился, полностью оправдывает свою стоимость, столько интересных активностей и природной красоты. Но на этом не все. Сейчас мы едем в наш новый красивый отель заселяться, а завтра посетим красивый заповедник. Мы сейчас приехали на нашей арендованной машине до местечка, которое называется Агуин. Кирилл сейчас паркуется, а я хочу показать территорию этого отеля. Где-то 1,5 часа мы ехали от вулкана Тенорио. Дорога была не очень хорошая, где-то местами такая разбитая, но это именно когда едешь от вулкана до этого отеля. У отеля дорога шикарнейшая, здесь недалеко от города Нуэво-Леон. Кирилл припарковал машину, будем разгружать вещи. Здесь, конечно, красота, все в природе, много зелени, птички поют. Так, разгружаем наши вещи. Часть наших вещей. Нас сразу же встречает милый пес. Посмотрите, каким взглядом нас смотрит. Нет, это она не зону охраняет, а хочет устроить обнимашки. Очень милая собака. Все буквально утопает в зелени, очень много красивых цветов. В этом доме находится отель. Здесь не так много комнат. Как вы уже поняли, здесь есть отдельная парковка для машин. Красивый дом в бело-синих оттенках. Но сначала хочу пройти и показать вам бассейн. Пока еще светло на улице. Это, знаете, это как отдельная достопримечательность. Сейчас здесь нельзя строить реки ничего, но так как дом был построен до принятия этого закона, ничего с этим домом сделать не могут. Поэтому это уникальная возможность сюда приехать и наслаждаться этой природой. Очень красивые бассейны, речка. Находиться в такой территории, атмосфере, конечно же, приятно. Всего в отеле 3 этажа. Сейчас вам покажу кухню, которой можно пользоваться. Здесь находится кухня. Можно сварить себе кофе, сделать чай, что-нибудь приготовить. Есть все для этого необходимое, даже есть посудомоечная машина. Здесь есть еще гостиная, комната, которой также можно пользоваться, здесь отдыхать. Также здесь есть терраса со столиками, если дополнительно берете завтрак. Здесь он проходит с видом на бассейн и под шум речки. Здесь еще живет попугайчик. Hola! Hi! Боится. Давай знакомиться. Привет. Нет, знакомиться не хочет. Сейчас поднимаюсь на последний этаж, на 3-й.
Здесь тоже есть маленькая терраса, с которой открываются шикарные виды. Сейчас иду к нашей комнате и будем знакомиться с еще одним обитателем этого отеля, который все так грустно смотрит теперь на нашу машину. Ты ее охраняешь? Идем гладиться. Ты дружелюбная собака, да? В отличие от того попугайчика. Вот, любит покладуси. Давай пузико тебя почешем хорошо и за ушками. В нашей комнате стоят 2 стульчика. Можно сюда выходить, дышать свежим воздухом, наслаждаться природой. В нашей комнате большая кровать, много полочек, цветы. Комната очень светлая, также есть интересные бра. В комнате 2 больших окна, есть кондиционер, который создает приятную прохладу. В шкафчике мы разместили все наши вещи, он в таком открытом формате. Много вешалок, где можно повесить свои тоже футболки, платья. Особенно мне нравятся здесь цветы, которые растут здесь же в саду. Пройдем в душевую комнату. Как видим, она очень просторная. Тумбочка, раковина, мыло для рук, зеркало. Здесь унитаз. Кстати, есть фен для волос. Ну и, конечно же, сам душ. Есть и горячая, и холодная вода, отличный поток воды. А когда выходим из нашей комнаты, открываются виды на холмы, на пальмы, на цветы. После небольшого трекинга и обзора территории отеля сейчас мы отмокаем в бассейне, плаваем в горной воде, которая берет свое начало совсем рядом, потому что здесь протекает речка, которая впадает в лагуну Ареналь. Пока гуляла по территории, увидела, что здесь очень много летает красивых птиц. И туканы, и колибри. На 2-м этаже даже есть специальная поилка, куда подлетают маленькие колибри, быстренько пьют водичку и улетают. Продолжим наслаждаться природой Коста-Рики уже в следующем выпуске. Ну а вы поставьте лайк этому видео. Всех обнимаем и до новых встреч. Всем пока! Скоро увидимся, друзья!